Здравствуйте, друзья! Все те, кто вырос, трудился и жил в великом и могучем СССР, помнят так называемые заборы в ромбик. Эта конструкция довольно часто воздвигалась возле всяческих промышленных объектов или строительных площадок. Такие конструкции отливались из бетона и обладали техническими выступами. Что это за выступы ромбиками, кто их придумал и зачем они? Давайте сейчас будем разбираться. Нет в России человека, не встречавшего забор с ромбиками. Этот забор один из наших символов, почти как Кремль, только меньше. Ну вот любят у нас отгородить что-нибудь или отгородиться самому. А бетонные панели с ромбиками, наверное, самый распространенный вид заборов. Данное чудо придумали в далекие 70-е годы в Москве. Первичными задачами данного сооружения были создать настолько неприступный и монолитный забор, чтобы никто из посторонних не мог проникнуть на территорию объектов воинских частей, всякого рода строек, заводов и прочих режимных объектов, которых в СССР было огромнейшее множество. Официально этот забор называется плита ограды ПО-2. Первые образцы ПО-2 изготовили еще в 1974 году, но наибольшее распространение ПО-2 получил спустя почти 10 лет, в середине 80-х, когда такими плитами, условно говоря, придумали огораживать все неприглядные места на территории всех крупных городов СССР. Забор ПО-2 состоит из укрепленной железобетонной рамы со встроенной бетонной панелью, а внутри обязательно идет армированная проволочная сетка. Но наверняка у каждого, кто когда-либо видел такой забор, в голове возникал вопрос, зачем же нужны эти причудливые ромбики? Если бы главной целью была неприступность, то можно было просто сделать бетонные плиты без изысков и гладкие. Гладкие заборы выглядели бы невзрачно, скажете вы. Но дело в том, что советских людей и так бы все устроило. В те времена они и так не были избалованы какими-либо техническими новинками и вычурными зданиями. Следовательно, причина кроется в другом. Ближе к делу. Внешний вид был создан инженерами и дизайнерами конструкторско-технического бюро Мосгорстройматериалов. Руководителем данного проекта считается архитектор Борис Лахман, который проработал там более 18 лет и в итоге стал главным архитектором. Тогда поставленная им задача называлась техническая эстетика. Что говорит сам Борис Лахман про свое детище? Я сделал 3 эскиза, все были очень симпатичные. Например, был забор, имитирующий каменную кладку. И еще один интересный вариант. В итоге из 3 представленных проектов комиссии понравился совсем другой вариант. Как раз те самые ромбики. Лахман до сих пор не знает, почему был выбран именно этот вариант. Но все-таки главным его преимуществом является шумоизоляционный барьер. С одной стороны не слышно шума машин, с другой приглушается деятельность оборудования на предприятиях. Сегодня станки уже, конечно, не так сильно шумят, как в СССР, но все же. Кроме того, интересная игра света и тени, ромбики выглядят все-таки лучше, чем ровный забор. Небольшой плюсик к серости дизайна. А еще рельеф такого плана обеспечивает пониженную маркость и самоочистку. Капли дождя буквально разбиваются о выступы, исключается повышенная запыленность и не так сильно забивается грязь. В общем говоря, прочно и экономично – это как раз то, что и любили в СССР. Кстати, разработка плиты ограды ПО-2, всем известные ромбики, получила бронзу на выставке в ВДНХ. Борису Лахману назначили премию в размере 50 рублей и ту самую бронзовую медаль. Правда, сам архитектор к моменту награждения уже был в США и не получил свою медаль, в то время, когда подводили итоги и выбирали победителей. Вслед за получением бронзы на ВДНХ такие заборы начали делать не только в Москве, но и по всему СССР. Многие из них живы до сих пор. Хоть, конечно, они смотрятся весьма блекло на фоне современных небоскребов и торговых центров, но суть остается прежней. И на периферийных заводах ЖБИ в регионах ромбы могли сделать мельче или крупнее. Кстати, сам Лахман немного обижен, ведь за свою жизнь он создал не одну инновацию, но помнит его только по заборам с ромбиками. Архитектор всегда удивлялся тому факту, что такое простое изобретение не только до сих пор существует, но и регулярно обсуждается. В 1981 году Борис Лахман переехал в Нью-Йорк, сдал местные экзамены на архитектора и получил лицензию, после чего стал работать по профессии. В 1990 году открыл свое дело, проектировал рестораны, торговые центры, частные дома. Кто знает, на что бы была похожа современная Россия, если бы такие люди в советские времена не эмигрировали в Америку. По этому поводу рекомендую вам написать в комментарии свои мысли.
Борис до сих пор удивляется, что его детище до сих пор так популярно в бывших советских странах. Когда же он узнал, что в Москве их запретили полностью, только поддержал это распоряжение столичных властей. Надеюсь, я достаточно подробно вам рассказал про этот с виду необычный забор с ромбиками. А теперь можете поставить лайк этому видео, подписаться на канал и скинуть ссылку на это видео своим друзьям в мессенджерах. Я думаю, им тоже будет это интересно. Дальше можете переходить на канал, смотреть другие интересные истории. Я думаю, они вам тоже пригодятся. Также можете в комментариях написать тему для следующего ролика. Всем пока!